Всем привет! Сегодня у нас обзор дровокола Стилет, который прокачивает плечи и не убивает спину. И мы сравним его в работе с нашими, так скажем, традиционным инструментом, который у нас всегда есть, с фискарсами. Вот, посмотрим, как они сработают на его фоне, как он сработает на их фоне. Расскажу немного про то, как вообще он в работе, что лучше им колоть, для кого он подходит. И для начала, да, сразу начнем с работы фискарсами, обычной, стандартной, немножко погреться надо, а потом уже перейдем к стилету и к его особенностям. Чтобы погреться, да, для начала я выбрал модель Fiskars 32. Он 5-го поколения, да, уже с такой модифицированным клином, с таким крючком небольшим. Интересная модель, можете посмотреть, Fiskars X32. Вот, омельчил Fiskars X28, да, взял модельку. Одна сейчас моя любимая в плане мельчения. Дальше взял кувалду 36-ю XXL на 4,7 килограмма, 91 сантиметр длина. Вот, поразбивал, потому что сегодня был очень сильный ветер, и он до сих пор, да, дует сильно, и потом снегопад, такая легкая снежная буря началась. Вот, но с утра мы ухватили немного, пару часов, чтобы поработать. В принципе, дрова привезли человеку уже, понятно, сырые, с деляны. Он их распилил, и они еще немного подмерзли. Мороз ударил, поэтому колятся они достаточно легко. Сучковатые есть, но их очень мало. Тем более фискарсом идет очень хорошо. Стандартная обычная работа. Таких мы уже перекололи десятки, уже, наверное, сотни кубов. Забегая немного вперед, скажу по стилету. Конечно, это инструмент не для того, чтобы колоть им лесовоз дров, или газик дров, или даже газель дров. Это для того, чтобы под чай, под кофе где-нибудь, да, там, на даче или в деревне немного прокачать плечи, потому что он действительно качает плечи и не убивает спину. Это так. Здесь вот я, кстати, разбираю 32-м фискарсом комель, да, раскалываю на пласты. Здесь уже мельчу 28-м X28 Fiskars. Поэтому, чтобы перерабатывать хорошие объемы дров, конечно, нужны хорошие топоры, хорошие колуны, вот, значит, ручной дровокол для того, чтобы, для разнообразия, потому что, например, нам очень нравится дрова колоть, переносить их в разных переносках, мы сейчас стали тестировать, плюсом сейчас еще рассматриваем щепоколы отдельно, вот, и здесь мы уже складываем дровишки, посмотреть новая, тоже такой, переноска новая для дров, вот, она со стяжкой. Вот здесь видно. Достаточно удобная, кстати говоря, чтобы перед собой не таскать. Значит, здесь на кадрах уже я взял стяжку вместе с цепочкой. Она идет в комплекте к ручному дровоколу Стилет. Вот, обвязал чурочку. Она сантиметров, наверное, 25. Плюсом есть даже инструкция. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. По ней, кстати, хорошо работать. Очень она выверенная. Вот, здесь пошла уже работа. Я пошел здесь по инструкции. Там на 3-м ударе уперся в... Там такая прям завития были конкретные. Вот там, в принципе, и колун бы тоже встрял. Ну, тяжелым колуном 5-килограммовым кувалдой я разбил бы. Вот, поэтому здесь немного пришлось мне подстрять. Вот, достал. Видите, там 2 удара было, 2 места. Решил бросить и с другой стороны начать. Вот, и здесь пошло уже. Вот, в принципе, здесь на пласты разбил. Здесь взял комель березы, он, наверное, сантиметров 40, ну не более.
Вот, он такой плотный, прям хороший. Специально его взял проверить, как будет. Вот, пошел здесь, так скажем, по своей схеме, как я колю, не по инструкции. И, в принципе, это сработало, но сложнее. Если бы по инструкции пошел, было бы проще. Вот, откалывал по бокам, вот такими кусками, пластинами. Вот, в принципе, он работал нормально, колуном сработал бы быстрее, это точно надо сказать, было бы быстрее. Вот. Но здесь работа совсем другая, совсем другие мышцы напрягаются и нагружаются. И для того, чтобы в том числе их качать и отрабатывать, и для тех людей, которые любят заниматься спортом, это интересно. Это, в принципе, интересный тренажер. Вот. На поясницу нагрузка минимальная, потому что ты вообще практически не наклоняешься. На спину, конечно, нагрузка идет на широчайшие. Я думаю, даже где-то на середину спины, да, между лопатками тоже нагрузка уходит. Вот. Но больше всего, что я ощущал, это нагрузка на, во-первых, на функционалка твоя, да, ты начинаешь прям дышать хорошо, и плечи. Здесь я видно, что немного подсаживаюсь прям. Надо прямо сказать, касаемо стилета, это для тех людей, которые реально любят колку дров и которым нравится спорт, да, физкультура на свежем воздухе, в мороз, там, в жару, когда угодно. Потому что колоть газики это очень долго будет, можно, но это целое лето вы будете им колоть. Вот. Поэтому это для людей, которым там полгазельки привезли дров, или это у вас спилили, например, на территории березоньку, вот, придомовой, или там у дома прямо, вот, арбористы ее распилили, и вам нужно ее расколоть. И вы потихонечку на дачу приезжаете по субботам перед банькой, покалываете. Это классная нагрузка, сбросить немного где-то негатив, да, позаниматься спортом, хорошо. Вот. Но если вы хотите в объемах больших колоть, например, где-то в деревне вы колите, он не подойдет. Вот. Но он подойдет для вас, если вы просто увлекаетесь колкой дров, вы можете рассматривать это как хобби для себя, как это делаю я, например. Еще важный момент, при ударах я практически всегда подсаживаюсь вниз, как бы, и делаю выдох внизу. То есть я делаю удар и делаю выдох, да, вверху воздух набираю, и, так скажем, чтобы меньше работали где-то связки, суставы, то есть а ты весом вкладываешься в удар. Здесь я прям намельчил даже этот комель, его прям видно, да, как я мельчу каждый ударчик. Вот, меньше, меньше, меньше. Вот, и получится на полежке разбить ее. В конце взял еще сучком, чтобы напополам разбить чурочку. Тоже она сантиметров 20, наверное. Ну, небольшая, тонкая достаточно. Вот, сейчас она у нас пойдет. Прям по центру ее разобрать. И потом еще даже немножко получилось намельчить. Ничего не стягивал, просто на месте. Поэтому как для разминки, полчаса размяться, выйти, это хорошо для разнообразия, потому что колуном, топором надоедает периодически уже махать просто-напросто. Где-то для своего любимого дачника, да, даже можно такой подарок, в принципе, было бы и подобрать, я думаю. Это хороший вариант. Почему нет? Все, добиваем его. Вот такая вот сегодня работа была.